Всем привет! В этом видео я расскажу об уходе за шерстью собаки породы корги. И, наверное, всем владельцам известно, насколько обильно могут корги линять. И это доставляет определенные неудобства. Вот сегодня в этом видео вы, может быть, узнаете для себя что-то новое и узнаете, как с этим бороться и что с этим делать. Для начала оцените масштабы бедствия и наиболее густые места вычешите пуходеркой. Для этого вам понадобится обычная пуходерка с иглами достаточной длины и без капель на концах. Никаких сложностей здесь нет, никаких специальных навыков тоже не требуется. Просто пройдитесь расческой по корпусу, по груди и по штанишкам вашей собаки. Удалите выленившую шерсть, это облегчит вам намыливание и купание вашей корги. Переходим к купанию собаки. Для этого вы можете использовать любой шампунь, который вам нравится. Я пользуюсь косметикой марки Chris Christensen. Шампунь в данном случае из серии Smart Groom. Шампунь очень экономичный, разводится до 1 к 50, при этом отлично работает на шерсти. Разводим шампунь в необходимой пропорции и тщательно намыливаем собаку. Промываем до кожи, не забываем про труднодоступные места. В последнюю очередь наносим шампунь на голову, уши и морду собаки, потому что обычно это собак достаточно сильно беспокоит, и они начинают отряхиваться. После того, как вы тщательно намылили собаку, хорошенечко смываем шампунь водой. Обязательно смойте шампунь полностью и с морды, и с ушей собаки. Чтобы вода не попала в уши, просто пригните ухо к голове ладонью. Обязательно смойте весь шампунь, чтобы остатки моющего средства не вызывали раздражения на коже собаки. После того, как удален весь шампунь, можно использовать кондиционер. Я использую кондиционер той же фирмы, из той же серии Smart Groom. Он разводится 1 к 8. Обязательно прочтите инструкцию к вашей косметике и используйте ее строго по инструкции. Разводите в необходимой пропорции, если это предусмотрено производителем. Наносим кондиционер также аккуратно по всему корпусу собаки и потом также тщательно его смываем. Не оставляйте несмытый кондиционер на шерсти собаки. После того, как собачка помыта, не жалейте времени и полотенец на то, чтобы удалить лишнюю влагу с шерсти собаки. Потому что сушить слишком мокрую корги очень сложно и очень долго. Поэтому тщательно промокните полотенцами. Можно завернуть собаку в старый пододеяльник и посидеть немножко, чтобы лишняя влага впиталась. На это понадобится время, но оно того стоит. После того, как лишнюю влагу с собаки мы убрали, можно приступать к сушке феном. Конечно, лучше для этого использовать профессиональный мощный фен, который высушит собаку быстро и без перегрева. К тому же сильным потоком воздуха фен удалит выленившую шерсть. Но если у вас нет такого фена, вы можете использовать обычный парикмахерский фен достаточной мощности. Главное, следите, чтобы не перегреть шерсть, не обжечь собаку, потому что парикмахерский фен может выдавать достаточно высокую температуру. Перед сушкой феном я предпочитаю нанести спрей Ice on Ice, все той же фирмы Chris Christensen. Он придает шерсти гладкость, более ухоженный вид, к тому же защищает ее от пыли и грязи. То есть собака дольше останется чистой и легче вычешется то, что все еще у нас тут осталось. Наносим спрей и начинаем сушить феном. В принципе, никакой особенной премудрости в этом процессе нет.
Вам нужно просто высушить собаку. Если вы пользуетесь профессиональным феном, то просто дуйте на шерсть. Если вы пользуетесь парикмахерским феном, он не такой мощный, возможно, вам понадобится помощь расчески, чтобы удалять во время сушки ту выленившую шерсть, которая все еще не удалена с тела собаки. Чтобы не напугать собаку феном, особенно если она еще к этому не привыкла, начинайте сушить с задней части, постепенно передвигаясь ближе к голове. Если вы начнете сразу же резко дуть на собаку, на голову собаки или в морду феном, то, скорее всего, ей это жутко не понравится и сложно будет ее уговорить на эту процедуру. По окончании сушки можно приступать к оформлению лап. Отмечу, что лапы должны быть обязательно чистыми и сухими. Для начала я убираю шерсть между пальчиками лапы. Я рекомендую делать это в любое время года, потому что шерсть между пальчиков бывает достаточно длинной, собирает на себя грязь, а зимой к ней прилипает снег. Я делаю это маленьким триммером, но в принципе можно использовать для этого и маленькие ножнички. Будьте внимательны и аккуратны при работе с лапой собаки. После того, как шерсть между пальчиками убрана, будет хорошо видно когти и удобно их укорачивать. Отмечу, что собака с детства должна быть приучена к этой процедуре и спокойно к ней относиться. Выбирайте такую модель когтереза, которая наиболее вам удобна. Когтерез бывает в виде ножниц и так называемая гильотина. Мне удобнее работать когтерезом в виде ножниц. Если ваша собака сильно беспокоится во время укорачивания когтей, попросите кого-нибудь помочь вам и поддержать собаку, чтобы сделать все аккуратно и максимально быстро. Очень удобно, если вы приучите собаку лежать во время этой процедуры. После того, как когти мы сделали достаточно короткими, осталось только лишь оформить шерсть на пальчиках, убрать торчащие длинные волоски, и наши лапы станут самыми-самыми красивыми. Ну вот и все. Можем наслаждаться результатами своей работы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, в комментариях пишите груминг, каких пород вам интересно было бы увидеть. Пока-пока.